Всем привет! Я только что выбрала огурцы с огорода. Вот такие вот у меня стандартик огурчики, красивенькие, хорошенькие. Я с ними буду закатывать салатик. А вот это нестандартный огурец. Некоторые трут его свиньям кидают, курам кидают, гусям. Но я нашла им применение. Я никогда не выбрасываю такие огурчики. Я их квашу и нахожу им применение в оливье, в винегрете, в рассольник можно их положить. В общем, куда хозяюшка их применит, там они и будут ей служить. Поэтому сегодня я с вами поделюсь простым рецептом, простейшим закваски огурцов. За 5 минут у вас будет готова целая банка. Для этого нам понадобится соль, чесночок, огурчики. Вот такая травка, называется она щир. Я ее рву у себя в огороде. Хрен, листочки хрена. И зонтики укропа, и сам стебель я тоже ложу. Вот это все ингредиенты, которые нам понадобятся для того, чтобы заквасить наши огурчики. Приступаем к готовке, к закваске огурцов. Огурчики, кончики я обрезаю. Вот так. Сюда огурчик, сюда это. Вот так вот. Для того, чтобы они быстро заквасились, я обрезаю. А если стандартные такие огурчики вы будете квасить на зиму, вы можете не обрезать кончики, а ложить вот так вот целиком огурчик. Но я сегодня обрезаю, потому что я этими огурцами пользуюсь летом. Я их ложу в салатики, какие я делаю. Я варю из них рассольник. Видите, они разнокалиберные, маленькие, покрученные. Вот такой мне не нравится. Это не стандартный уже огурец. Я его в закваску. Они получаются очень ароматные, очень хрустящие. А хруст этим огурчикам придает именно хрен и щир. Такая травка. Огурцы мы порезали за 2 минуты, наверное. И приступаем к закваске огурцов. Смотрите, вот столько чесночка, вот 4 зубчика я ложу на дно 3-литровой банки. Но я его разрезаю, тогда он получается ароматнее. И огурчики получаются запашистые, ароматнее. Вот, все 4 зубчика мы порезали. Теперь на дно баночки, на дно, в банку опускаем вот 2 палочки с зонтиками укропа. Я его вот так вот и опускаю в баночку. От этого огурцы будут запашистые, ароматные. Только откроете баночку, будет запах укропа. И теперь мы ложим 1 листочек хрена. Так, и теперь мы можем погружать сюда огурчики. Огурчики ложим вот так вот. Сначала вот эти, которые самые большие, мы их ставим вот так вот. Выставляем. Нагружаем баночку плотненько. Вот так вот. Вот так вот выставляем. И этот тоже нам пригодится. Этот пойдет для рассольничка огурчик. Вот так. О. И наполняем баночку. Я стараюсь плотненько набить. Ну, может, где-то что-то и пропустила. Вот маленький огурчик сюда набьем. Этим вторым маленьким тоже. Сейчас посмотрим, пузатенький влазит. Влазит. Вот так мы набили баночку. Ну и теперь обязательно мы ложим 2-й листочек хрена. Хрен придает огурчику хрустящесть. Огурчики тогда хрустящие. И обязательно ложим щир. Обязательно. Веточку щира я положила. Ну и теперь осталось основное. Теперь нам нужно посолить огурчики. Засолить. Смотрите, я ложу 2 столовые ложки с горкой. Это 100 грамм. Соли нужно на 3-литровую банку. Соль у меня каменная, крупная. Только с ней получаются вкусные огурчики. Вот так вот. Вот. И обязательно после соли мы покрываем горлышко, покрываем щиром. Вот это все. Все ингредиенты мы в баночку положили. И теперь будем заливать наши огурчики водой. Еще хочу обратить внимание.
Следите, чтобы поверхность огурчиков была накрыта обязательно щиром или хреном, чтобы они не заплесневели. Заливаем наши огурчики водой. Огурчики получаются очень вкусные, хрустящие. И любой хозяйке это подспорье. Вот видите, как они наполняются водичкой. Набираем полную баночку воды. Теперь смотрите, если вы заквашиваете вот такой стандарт, не стандарт, как я накрываю вот такой марлечкой, завязываю, ставлю на кухню в темное, теплое место, и огурчики там у меня квасятся. Где-то через 4-5 дней они будут готовы. Но для того, чтобы они на кухне не наделали вам беды, я ставлю их вот в такую мисочку. Они будут кваситься, будут выделять газы, и водичка вытекать будет. И чтобы у вас было чистенько, чтобы на ваш ковер или что там у вас не налилась водичка с огурцов, вот так вот ставьте в мисочку. Ну, еще хочу сказать, а если вы захотите засолить таким способом огурчики на зиму, то вы берете вот такой огурчик, делаете все точно так же, как я, и накрываете крышечкой вот так вот, и опускаете свою баночку сразу в подвал. И тогда они у вас будут храниться всю зиму до самой весны. В этом году летом я нашла банку огурцов в подвале. Она хранилась у меня целый год. И мы за 2 дня съели ее. Огурчики были такие вкусные, хрустящие и ароматные. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч!